Часто в комментариях вижу вот такие сообщения, которые отсылают к теме китайских аналогов конструктора Lego. Многие люди активно покупают такие наборы, пытаясь сэкономить и получить действительно что-то масштабное. Мне захотелось разобраться в этой теме и ответить на самый главный вопрос: действительно ли китайские аналоги так хороши в сравнении с оригинальными наборами Lego? Разбираться в этом вопросе мы будем на основе вот такого набора, любезно представленного для обзора компанией LSD. Данная компания реализует большое количество разнообразных наборов, которых вы не встретите среди ассортимента компании Lego. Замки, поезда и даже рабочие версии двигателей автомобилей. Все это доступно на сайте компании. Ссылку я оставлю в описании. Но давайте вернемся к центру внимания сегодняшнего видео. Это парижский ресторан, собранный из 3104 деталей, который представляет из себя модульную постройку с несколькими этажами. Причем, хочу обратить ваше внимание, что данное заведение черпает свой дизайн из внешнего вида ресторана Гюсто, который фигурировал в мультфильме «Рататуй». Также классно, что в комплекте даже есть освещение, которое придает еще больше реализма этой модели. Четкого руководства по его установке в инструкции нет, поэтому устанавливать его следует на свое усмотрение. Согласно информации на коробке, этот набор был разработан ребятами по фамилии Карлер, и я хочу сказать, что эти двое справились на отлично. Дизайнерская работа тут действительно на высоте. Я повторял себе это каждый раз, когда собирал тот или иной элемент постройки. Одним из таких примеров является кирпичная кладка по периметру всей постройки, где присутствуют аккуратные элементы декора фасада, а такие мелочи, как мощенная улица, фонтан, скамейка и даже небрежно лежащая на земле газета, все это отлично дополняет и без того хороший вид набора. Но давайте взглянем на каждый из трех этажей и выясним, что скрыто внутри. Начнем с самого верхнего. Для этого нужно просто снять крышу, под которой находится жилая комната. Сама крыша имеет на себе две трубы дымохода, большую вывеску ресторана, представленную наклейкой, а также классное ограждение, выполненное в виде ковки. Что касается комнаты, то здесь есть диван, телевизор и небольшая кухня. В общем, все необходимое для комфортного проживания. Комната хоть и небольшая, но, как видите, здесь удалось разместить многое, чтобы она действительно стала жилой. Правда, не совсем понятно, как в нее попасть, так как здесь нет какой-либо лестницы, ведущей со второго этажа наверх. Снимая третий этаж, мы получаем доступ ко второму залу ресторана, пол которого уложен нарядной бордовой плиткой, а вдоль стен растут красивые цветочные изгороди, наличие которых меня впечатлило. Только вот я не до конца понимаю, для чего предназначен этот зал. Мне он напоминает большое пространство для отдыха, где можно посидеть и полюбоваться цветами. Если у вас есть мысли, можете написать их в комментариях, будет интересно почитать. Снимая еще одну крышу, мы попадаем на кухню ресторана. Место здесь тоже ограничено, но есть все необходимое для приготовления различных блюд. Также здесь имеется швабра для поддержания чистоты полов и табличка с напоминанием о поддержании чистоты рук. На кухню ведут две двери, одна сбоку постройки, а другая более массивная с заднего двора. На заднем дворе имеется мусорный бак, парочка лежащих на земле коробок и водосточная труба со следами воды на земле. Тут же сбоку припаркован велосипед работника, а также имеется парочка знаков с указанием того, что это парижский ресторан. Теперь давайте взглянем на основной зал ресторана. Снимаем второй этаж, и перед нами открывается просторный зал с двумя накрытыми столами и парочкой стульев, между которыми курсирует тележка для сервировки столов. Пол здесь также выполнен из красивой бордовой плитки, а окна помещения украшены интересно сделанными шторами, которые действительно напоминают волнистую ткань. Две массивные двери ведут прямиком на кухню, где мы с вами уже бывали минутой ранее. Ну а главный вход украшен двумя вазонами с растениями и фонтаном, который расположен прямо напротив двери, немного ограничивая возможность входа. В общем, как вы можете видеть, модель этого ресторана достаточно интересна. Это касается как ее внутреннего пространства, так и внешнего. А теперь давайте вернемся к нашему вопросу о качестве. Я хочу заострить ваше внимание на нескольких моментах, и первый – это инструкция.
Она выполнена не так, как это делает компания LEGO. Мне она показалась крайне неудобной, из-за чего сборка набора превратилась в испытание. Сборка разбита на шаги, и если в LEGO каждый шаг состоит из одного или максимум двух пакетиков с деталями, то тут вам необходимо высыпать на стол 5, 6, а то и больше пакетиков, и среди разнообразия крупных и мелких деталей искать ту самую необходимую. Это крайне неудобно. Говоря о качестве самих деталей, хочу ответить всем тем, кто говорит, что разницы нет. Есть разница, ребята. Может быть, она не столь значительна для кого-то, но она есть. Некоторые детали имеют включенную в себя грязь и следы литья, но главное разочарование, что гладкие тайлы изначально не имеют нового вида. Вот, взгляните. Надеюсь, камера достаточно хорошо передаст внешний вид поверхности. Дополнительно скажу, что прозрачные элементы менее прозрачны, чем им положено быть. В сравнении с деталями LEGO китайские детали как будто матовые, без блеска. И это касается всех прозрачных деталей вне зависимости от цвета. Говоря о наклейках, скажу просто, тут качество тоже ниже, поверьте. Про принты тут речи даже не идет, только наклейки. В силу всего вышесказанного, стоит понимать, что главным минусом LEGO и главным плюсом аналогов является их цена. Ведь речь идет о разнице цен в 5-кратном размере, поэтому наличие аналогов – это выход из положения для тех, кто не располагает средствами, но очень любит конструировать. Да, возможно, чем-то придется пожертвовать, но здорово, что всегда есть выбор, который только за вами. Подписывайся на канал, а также на наш телеграм, ссылка будет в описании. На этом все, всем пока!